Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, какая женщина вас ревнует. Итак, новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. А происходят у вас кардинальные перемены. Причем вы, наверное, даже и хотели этих перемен, и какие-то вот страхи вас держат, да? Вот вы как будто, знаете, стоите на распутье, вот вам и хочется перемен каких-то, и в то же время вам страшно. Хотя вы, в общем-то, вы по жизни победитель. Вы нацелены уже на будущее, если еще недавно, может быть, вы жили прошлым, да, вот воспоминаниями, как вы жили раньше, с кем вы жили, то сейчас уже вы смотрите в будущее, но почему-то вас это будущее пугает немного. Вот знаете, какой-то страх перед неизвестностью. Да, вы мечтаете о будущем, что и как у вас будет. Может быть, о новой женщине, там, о новой семье или еще о чем-то. Да, но почему-то вас это пугает, у вас очень много страхов. У вас в жизни как-то вот, знаете, бывают ситуации, когда у вас много выбора перед вами. Это могло быть и выбор между женщинами, выбор по работе. Как-то вот постоянно вам приходится по жизни принимать решения. И очень непросто вам даются эти решения, потому что вы человек такой немного сомневающийся, может быть, немного неуверенный в себе, да. Не всегда вам просто сделать выбор. Но то, что вы сейчас вот стоите уже на краю, да, вот как бы перед кардинальными переменами, вот еще шаг, да, и эти перемены в вашей жизни случатся. Так. Да, у вас произошло разрушение в жизни, потому у вас и страхи, вот. Финансы, в общем-то, у вас неплохо, хотя у вас был такой период, когда, скорее всего, либо же вы не получали денег, либо же мало получали. Ну вот как-то нехватка финансов была. Либо же вам долги, может быть, большую сумму не дали, а потом вот либо вот-вот отдали, либо вот на днях отдадут. Ну то есть с финансами вот какой-то такой период у вас был. Вот был, когда было какое-то безденежье, да, а потом вам все-таки отдали те деньги, там, либо же долги, да, вот кому что надо. Либо же еще может проигрываться, что вы вложили куда-то очень крупную сумму денег, и потому у вас было безденежье, да, что вы просто растратили деньги. Ситуация была очень плачевная у вас, довольно плачевная, хитрость, обман, разрушение с женщиной. Так. Ну, в общем-то, я смотрю, вы все равно в любом случае вы смотрите в будущее. Несмотря на то, что вы колоссальный прошли вот такую вот закалку, период такой вот непростой. Хотя все-таки вы все еще ностальгируете, знаете. Вы-то смотрите вперед, но периодически у вас минутки ностальгии бывают. О прошлом, может быть, о людях каких-то из прошлого. Кто-то, может быть, за родителями ностальгирует, да, особенно если родителей уже нет. Вот. Но вы нацелены все-таки, знаете, вот на новую любовь. Вот вы нацелены, вам хочется новой любви. Вы-то, может быть, где-то и вспоминаете еще бывшую, да, все-таки это период жизни, это как бы хоть и перевернутая страница, но это ваш жизненный этап, вы его проходили, и его просто так из сердца не выбросишь. То есть бывают такие вот моменты. Так, давайте-ка посмотрим, кто вас ревнует, какая женщина вас ревнует. Вас ревнует женщина, которая, вот знаете, живет по жизни очень легко играючи. Вот она несерьезная до такой степени, что ну, с такой женщиной, я думаю, семью даже не стоило начинать строить. Скорее всего, это женщина, с которой у вас были либо же серьезные отношения, либо же брак и дети. Эта дамочка сейчас начала тоже новый жизненный этап, так же, как и вы. Но вот она, знаете, вот она просто как бабочка порхает. Куда хочу, туда лечу, да. Вот ее позвали на тусовку, она пошла на тусовку, позвали на пьянку, она пошла на пьянку. То есть она особо не переживает.
Может быть, дома дети голодные, либо там еще что-то нужно сделать, там мужа накормить. А вот она что хочет, то и делает. Она такая, знаете, вот нарциссического характера. Она слишком себя любит. И она любит, когда все окружение любит ее. Все должны исполнять четко ее указания, она всегда права. Эта дама всегда вот держит как-то вот бразды правления в своих руках. Вот она такой, знаете, вот генерал в юбке. Так, а давайте-ка посмотрим, почему же она вас ревнует, да? Вот если, допустим, это ваша прошлая дама, почему она вас ревнует? Какая вообще и разница? Итак, а знаете, она не хочет, чтобы у вас было все хорошо и стабильно в жизни. Она, может быть, даже знает, вот как вы поживаете, что у вас там есть женщины, да, кто-то просто встречается, кто-то живет. Ее это ужасно бесит. Вот она ревнует, она считает, что у вас никого не должно быть. Вот как бы там ни было, но вот она не хочет вам счастья, понимаете? Вот она даже до сих пор, уже спустя какое-то время, вот она как-то агрессивно, очень воинственно на вас, ну, настроена на вас, да? Она считает, что вы недостойны хорошей женщины, вот недостойны счастья, да, вот почему-то вот она так считает. Как-то это странно, да, вот, ну, казалось бы, уходя, уходи. Какая тебе разница? Да, вот она злится до сих пор, она злится. Она не добилась от вас, чего хотела. Может быть, у кого-то это проигрывается, что она, может быть, хотела квартиру либо машину забрать у вас. У нее не получилось, да. Может, кто-то деньги хотел забрать, либо же больше, чем хотел. Вот. У нее не получилось. Ну, то есть у нее до сих пор злость на вас. И, конечно же, вот у нее какая-то вот женская такая вот ревность, да. Ревность просто до мозга кости. Вот никакого. Она не хочет, чтобы у вас было счастье и семья. Вот ей будет плохо, если у вас будет счастье и семья, потому что у нее, у самой как таковой, жизни личной нет. Вот она сама не устроена, в общем-то, да, вот какие-то мужички появляются периодически. Она хочет любви, но она очень боится, что у вас будет другая женщина, другая любовь, и что вы другую женщину будете любить и боготворить, как когда-то ее. Вот такая вот, знаете, какая-то, ну, женская зависть, что ли. Так, странно как-то очень даже. Да, вот ей тяжело, посмотрите. Вот она даже, знаете, она бы хотела, чтобы вы ей либо позвонили, либо написали, а вы этого не делаете. Вот она не может принять того, что у вас началась новая жизнь, новый жизненный этап без нее. Вот она до сих пор не может успокоиться. Вот она хочет, чтобы у вас не было ни денег, чтобы вам было тяжело по жизни, понимаете? Она не желает вам счастья. У каждого будет своя ситуация, да, почему вы разошлись, как вы разругались. Ну, скорее всего, у вас был тяжелый развод. Вот. Поэтому ваша дамочка, которую вот вы загадали, она совершенно не желает вам ни счастья, ни семьи, ни детей, ничего. Она вам не желает абсолютно. Ни финансово. Вот она хочет, чтобы вы стали бедной и несчастной, да, вот как этот человек на карте. Вот она хочет, чтобы вы стали чуть ли не нищим, понимаете? Но она прекрасно понимает, что этого не будет. Она из этого бесится, она ревнует. Она вот, ну, не может угомониться, да, вот. Поэтому дама такая довольно специфическая. Да, посмотрите, ей очень плохо. У нее сейчас у самой очень плохой период. Возможно, у нее с финансами проблемы. Поэтому, простите, поэтому она вспомнила о вас. Она вспомнила, как она жила в шоколаде с вами, а сейчас у нее этого нет. Поэтому она ревнует, бесится, страдает. Вот, ну, посмотрите, одни негативные карты, да. Вот. А у вас жизнь будет налаживаться. И налаживаться только в позитив. Потому что, ну, грустить всю жизнь, страдать, убиваться за такой женщиной, которая,
не в грош вас ставила, да еще и сейчас, и после расставания не может найти себе места, да, из-за вас только бы несчастными был муж, да, бывший. Ну, как-то это совсем уже диагноз, наверное, я считаю. Вот такой был расклад. Так что вас ревнует дамочка из прошлого. Дамочка очень непростая. Ну, она получила свой бумеранг, за что боролась, на то и напоролась. А у вас все обязательно будет хорошо. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!